Добрый день, с вами команда Юпитер Стар и я, Григорий Ефремов. Сегодня мы поговорим о том, что такое дарственное. Дарственное называют соглашение, по которому можно подарить сейчас или в будущем какую-то вещь или право. А чтобы это было именно дарственное, передавать нужно безвозмездно, то есть взамен ничего не получать. Если оформить договор дарения квартиры, а на самом деле получить за нее деньги, это уже не подарок. Если кто-то получает деньги на карту, как будто в подарок, но взамен оказывает услуги, это является не дарением, а притворной или мнимой сделкой. Подарок — это когда подарил и все, в ответ ничего не получаешь или как минимум не ждешь. Как оформить дарственную? Убедитесь, что подходите под обязательные требования к дарителю. Чтобы подарить недвижимость или автомобиль, приготовьте паспорта и документы на имущество. Иногда нужно согласие совладельцев и супруга. Заверьте эти документы у нотариуса. Составьте договор с юристом или нотариусом. Если дарите в долю в недвижимости, заверьте дарственную у нотариуса. В остальных случаях оформлять у нотариуса тоже можно, но не обязательно. Если дарите машину, дополнительно можете подписать акт приема передачи. Зарегистрируйте право собственности, если подарена недвижимость в Росреестре или через нотариуса. Если подарен автомобиль, в МВД. Срок дарения. В договоре дарения можно указать, переходит подарок получателю сразу или через какое-то время. Когда дарят сразу? Родители использовали материнский капитал для покупки квартиры. По закону детям нужно выделить доли, например, их можно подарить. Родители оформляют договор доверия, и дети сразу становятся собственниками 10% в общей квартире. Прокуратура и пенсионный фонд спокойны. Когда обещают подарить? Родители купили квартиру без материнского капитала. Пока они хотят сдавать ее в аренду, а дети получат недвижимость, когда вырастут. Чтобы в случае развода на эту квартиру никто не претендовал, родители оформляют договор дарения с условием: через 5 лет собственниками квартиры станут дети. Пообещать, что подарок перейдет после смерти дарителя, нельзя. В таких случаях нужно составлять завещание. Кто может дарить подарки? В законе есть обязательные требования к дарителю. Дееспособность. Человек сам может дарить подарки, если ему исполнилось 18 лет. Он осознает риск и контролирует свои действия. Если у ребенка есть доля в квартире, он не может подарить ее однокласснику или одному из родителей. Игрушку может, а квартиру нет. Психическое здоровье и осознанность действий. Если выяснится, что даритель был пьян, принимал серьезные лекарства или не понимал, что дарит свое имущество, дарственную могут отменить. Если его заставили, дарение тоже недействительно. Право собственности. Нельзя подарить то, чем не владеешь. Чтобы подарить холодильник на свадьбу, документы на него предъявить не нужно, но чужих холодильник дарить нельзя. Если дарить недвижимое имущество, то право собственности нужно подтвердить. Переход регистрируют в Росреестре. Полномочия. Дарить можно лично и по доверенности. В доверенности обязательно нужно указать, кто, что и кому дарит. Если полномочий нет или доверенность составлена недостаточно подробно, подарка не будет или его можно оспорить. Что можно дарить? Дарить можно свое имущество, квартиру, машину, участок, деньги. Еще можно дарить права или освободить от обязанностей. Главное дарить что-то конкретное. Вот варианты дарения в обычной жизни. Подарить подруге телефон. У подруги день рождения, и вы решили подарить ей новый телефон. Принесли телефон и отдали его. В этот момент вы заключили договор дарения. Телефон принадлежит подруге, но она за него ничего не платит. Подарить права на квартиру в строящемся доме. Ваши родители купили квартиру в новостройке. Самой квартиры еще нет, право собственности на нее не зарегистрировано. Но есть право требования, его и можно подарить. Когда дом достроят, вы получите квартиру в собственность. Погасить долг вместо должника. Ваш друг взял кредит на новый iPhone. Оплатить нечем. Родители погасили кредит за него, считается, что они сделали сыну подарок. Оплатить чью-то покупку. Жених привел невесту в автосалон. Девушка машину выбрала, а мужчина оплатил. Машину сразу оформили на девушку, но деньги в кассу вносил жених. Это значит, что не девушка купила машину, а ей ее подарили. Налоговая об этом узнала и доначислила 340 тысяч рублей. Если бы жених дал невесте деньги, и она сама внесла их в кассу, налога бы не было. Если бы молодые люди были в официальном браке, налог тоже бы платить не пришлось, а так потеряли деньги. Кажется, мелочь. Подарок остается подарком, а последствия для бюджета разные. Простить долг или освободить от обязанности. Вы начинающий предприниматель и заняли у друга 300 тысяч, чтобы открыть барбершоп. Через год вернули 280 тысяч, а 20 тысяч друг вам простил. Это тоже подарок. Если вы пообещаете что-то взамен, например, бесплатные стрижки в течение года, то эти 20 тысяч могут стать доходом. Придется платить налог. Иногда с подарками все сложно и важны даже мелочи. Когда нельзя дарить подарки? Недорогие подарки до 3000 рублей может дарить кто угодно и кому угодно. На более дорогие есть ограничения. Например, в обычной жизни по статье 575 Гражданского кодекса Российской Федерации нельзя делать подарки дороже 3000 рублей. Преподавателям от учеников, врачам от пациентов, госслужащим, когда они выполняют обязанности, например, оформляют материнский капитал или восстанавливают право на въезд за границу. Еще не бывает подарков за счет бюджета. Например, налоговый вычет за квартиру – это не подарок.
Его дают только если соблюдаются все условия, а не просто так. Поэтому, если налоговая предоставит вычет по ошибке, то потом может его забрать. Подарок забрать нельзя, а вычет можно. А вот долю в квартире можно подарить без согласия других собственников. Продать так нельзя, а подарить можно. Как составить договор дарения? Дарение можно оформить устно или в письменной форме. Строгих правил нет. Передаете подарок, и в этот момент заключаете соглашение и исполняете его условия. Например, новую машину можно подарить, просто вручив ключи. Холодильник на свадьбу, iPhone на день рождения, деньги на рождение ребенка – все это дарят устно, без всяких договоров, нотариусов и регистрации сделки. Вот когда дарение нужно оформлять письменно. Подарок – это недвижимость. Письменный договор нужен для регистрации права собственности. Дарят не сразу, а только обещают. Например, бабушка обещает подарить квартиру внуку, когда тот закончит институт. Фирма дарит подарок дороже 3000 рублей. Договор дарения можно написать от руки или набрать на компьютере. Письменное соглашение лучше составлять не только в обязательных случаях, но и когда дарите что-то дорогое или большую сумму. У вас будет подтверждение, что подарок получен по договору, а все его условия будут зафиксированы на бумаге. Принимать крупные подарки тоже лучше по письменному договору. Тогда вам не придется доказывать налоговой, что 500 тысяч вам правда подарили, или расплачиваться за подарок, если внезапно выяснится, что это и не подарок вовсе, а плата за услугу или заем. Еще надежнее заверить документ у нотариуса, но за это придется заплатить пошлину. Шаблоны договоров можно скачать в интернете, если дарите дорогие вещи. Для составления договора дарения лучше обратиться к юристу. Когда дарственное вступает в силу? Устное соглашение. Дарственное вступает в силу, как только даритель решил, кому, что и когда он дарит, и отдал подарок. Этого достаточно, если договор не должен быть письменным или его не нужно заверять у нотариуса. На день рождения бабушка подарила внуку iPhone. Как только внук получил смартфон, дарственное вступило в силу. Теперь собственник iPhone внук. Оформлять это никак не нужно. Письменный договор. Если договор дарения нужно заключать в письменной форме и заверять у нотариуса, он вступает в силу после заверения. Бабушка решила подарить внуку долю в трехкомнатной квартире. Они подписывают дарственную и заверяют ее у нотариуса. Одного только слова здесь недостаточно. Без документов внук не сможет оформить право собственности на долю, даже если бабушка сама придет в Росреестр и подтвердит свои намерения. Часть 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации и часть 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как оформить дарственную на квартиру? Дарственную на любую недвижимость нужно оформлять письменно. Чтобы подарить дом, долю в квартире, гараж или земной участок, нужно составить настоящий договор. Просто передать ключи и документы не получится. Если вы дарите долю в недвижимости, договор нужно заверять у нотариуса. В остальных случаях заверять дарственные на недвижимость не обязательно. Если мама, как единственный собственник дома, дарит детям долю в нем, то она просто оформляет договор. К нотариусу с ним идти не нужно. Составить договор дарения квартиры и потом отказаться регистрировать право на нее не выйдет. Квартиру оформят в собственность получателя, даже если даритель не придет на регистрацию сделки дарения. Не обещайте и не подписывайте лишнего. Документы. Чтобы подарить недвижимость, нужны паспорта и документы на квартиру. Иногда нужно получить согласие совладельцев и супруга. Даже если сделка между родственниками, лучше все заверять у нотариуса. Сейчас родственники в хороших отношениях, но спустя годы могут объявиться бывшие супруги, наследники или владельцы других долей. Правильно оформленные документы и заверенные копии помогут отстоять право собственности. Оформление. Дарственную на квартиру или дом лучше оформлять с юристом или у нотариуса. Если вы не берете шаблон из интернета, перерабатываете его для себя, общая консультация юриста все равно не помешает. Оформленный договор можно сразу нести в Росреестр. Если по закону нужен нотариус, достаточно сходить к нему и оформить всю сделку, включая регистрацию права собственности на квартиру. Налоги. Собственности квартир, домов и участков должны платить налог на имущество. Росреестр передает налоговую информацию о сделках с недвижимостью и о смене собственника. Налоговая сама посчитает налог и пришлет уведомление на оплату. Такое уведомление будет приходить каждый год. Если есть льготы, стоит сообщить о них в инспекцию до 1 мая следующего года, чтобы уменьшить налог или вообще его не платить. Как оформить дарственную на машину? Дарственную на автомобиль нужно составлять в письменном виде, хотя по закону это не требуется. Письменный договор нужен, чтобы новый владелец переоформил автомобиль на себя. Заверять договор у нотариуса не обязательно. На свадьбу муж подарил жене свою машину. Ну как подарил? Привязал бант, передал ключи. Это тебе мой подарок, дорогая. Все было торжественно. Родственники даже сняли момент его вручения на видео. Жену вписали в полис ОСАГО, машина была зарегистрирована на мужа. Через полгода развод. Бывший муж хотел забрать машину, но не тут-то было. Это же подарок, а подарки
при разводе не делятся и забирать их нельзя. Факт регистрации в ГИБДД ничего не значит, это всего лишь допуск на дорогу. Суд решил, что, вручая ключи, муж фактически подарил жене машину. Видеозапись со свадьбы пришлась очень кстати. Ключи, автомобиля и документы бывшая жена оставила у себя, а решение суда поможет ей переоформить регистрацию. Иногда повязать бант на авто значит лишиться его, хотя этот жест мог вовсе не означать отказ от имущества. Документы для дарственной на машину. Конкретного списка документов при дарении автомобиля нет, но существенное условие дарственной на машину – описание объекта. Из договора должно быть понятно, кто, кому и какую именно машину дарит. Вот что пригодится, чтобы составить договор дарения на машину. Первое – паспорт того, кто дарит. Второе – паспорт того, кто получает подарок. Третье – документы на автомобиль, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации. Что должно быть в договоре дарения машины? По содержанию это обычное соглашение, где должны быть такие сведения, как кто дарит, ФИО, адрес и паспортные данные, кто принимает подарок, о чем договорились стороны, одна безвозмездно передает автомобиль, а другая принимает. Никаких условий о передаче денег или других расчетах за подарок быть не должно. Все о машине, марка, модель, цвет, номера агрегатов и где стоит на учете. Если есть рисунки, описать. Кому и на основании каких документов принадлежит автомобиль. В какую сумму оценивается подарок. Это важно, если машину дарят не родственнику и придется платить налог. Есть ли у дарителя супруг и согласен ли он с таким подарком. Лучше оформить нотариальное согласие. Это не обязательно, но если дело дойдет до суда, согласие придется кстати. Если на автомобиле обременение, когда нужно передать машину, ключи, полис, каско, сервисную книжку, диагностическую карту. Отметка, что стороны в курсе статей 209, 210, 572, 574 Гражданского кодекса Российской Федерации. Понимают, что делают и какие последствия наступят после подписания договора. Если договор заверяют у нотариуса, кто оплачивает его услуги. Подписи сторон. Дополнительно можно подписать акт приема передачи. Потом новый собственник должен зарегистрировать машину. Для этого и пригодится договор дарения. После этого транспортный налог будет начислять новому владельцу машины. Хотя договор дарения больше не понадобится, его лучше хранить, причем обеим сторонам. Когда налоговая пришлет уведомление о начислении налога, нужно проверить, за какой период его насчитали. Бывают случаи, когда новый собственник не спешит переоформлять машину на свое имя. У налоговой нет данных о новом владельце, и транспортный налог начисляют предыдущему. Тогда даритель может сам снять машину с учета на основании договора дарения. Дальше это проблемы нового владельца. Сколько стоит дарственная? Вообще соглашение можно заключить бесплатно. Нигде ничего не регистрируется, не заверяется, платить ничего не нужно. Если вы решили заверить договор у нотариуса, придется заплатить. Нотариус бесплатно не работает, а госпошлина установлена законом. Могут быть и другие расходы. Услуги нотариуса. Закон не устанавливает, кто должен оплачивать услуги нотариуса и госпошлину за нотариальные действия. Лучше договориться об этом заранее. Дарить близким родственникам, детям, супругам, родителям, внукам, братьям и сестрам выгоднее, чем остальным. Госпошлина при заверении такого договора меньше. Например, если муж дарит жене машину за 1 миллион рублей и решил заверить договор у нотариуса, пошлина составит 3000 рублей, а если брак неофициальный, то 10 тысяч. Тариф на заверение рассчитывают в процентах от суммы сделки. Сумма равняется стоимости подарка. Если в договоре цена не указана, обычно ее определяют исходя из рыночной. Для оценки недвижимости нотариус берет цену не ниже кадастровой. Если дарственную составляет нотариус, кроме госпошлины или нотариального тарифа, придется оплатить составление договора. Цена зависит от региона. Составление дарственной в Москве может стоить 5000. Но можно составить договор самому и ничего за это не платить. Правда, и ошибки в договоре нотариус исправлять не будет. Государственная регистрация. Регистрация права на недвижимость стоит 2000 рублей. Это госпошлина. Зарегистрировать право можно и самому через нотариуса. Если регистрируете через нотариуса, придется оплатить не только госпошлину, но и услуги нотариуса. Дополнительные 1000 рублей. За эти деньги нотариус сам передаст документы на регистрацию, ходить в Росреестр не придется. Кроме того, вся процедура проходит быстрее, можно все оформить за один день. Удобно, если речь идет о квартире. На самом деле оформить дарственную, зарегистрировать права не так уж и сложно. Если речь идет о сделке с близкими родственниками, например, когда нужно подарить часть квартиры маленьким детям или принять участок в дар от родителей, вполне можно обойтись без нотариусов и лишних пошлин. Какие налоги нужно платить с подарков? Подарок – это доход. Считается, что тот, кто бесплатно получил имущество или деньги, имеет выгоду, а с этой выгоды нужно платить налог. Но большинство подарков официально освободили от НДФЛ. Согласно пункту 18.1 статьи Налогового кодекса Российской Федерации облагаются только конкретные подарки, не от близких родственников, например, недвижимость, автомобиль, акции или паи. Если мама дарит квартиру, налога нет, а вот если тетя, то придется заплатить 13%, а потом еще 13% при продаже, если не прошел минимальный срок. В итоге можно получить квартиру, продать ее и заплатить в бюджет 26% от ее стоимости. Избежать этого налога нельзя. Можно уменьшить доход на минимальный вычет или продавать позже, но 13% при получении подарка – это все равно обязательные расходы. Налог нужно перечислить в бюджет в следующем году, никого не волнует, есть ли на это деньги.
Как отменить дарственную? Если подарок пообещали или уже подарили, просто так отменить дарение не выйдет. Подарок нельзя требовать назад, даже если это iPhone на день рождения и договор на него не оформляли. Но есть случаи, когда вернуть подарок или отменить обещание все-таки можно. Первое. Подарок стоит более 3000 рублей, и после обещания подарить у дарителя стало плохо с деньгами или он заболел. Второе. После получения подарка одаряемый покушался на жизнь дарителя или его родственников, или нанес ему телесные повреждения. Третье. С подарком плохо обращается, и он может прийти в негодность. Все эти обстоятельства еще придется доказать. Статья 577, статья 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мужчина в течение 3 лет дарил акцию или долю в уставном капитале компании. Через 9 лет он обратился в суд, чтобы отменить договор дарения. Сказал, что с акциями небрежно обращались, а теперь они ему нужнее. Суды посчитали, что риска утраты подарка из-за небрежности нет. Компании работают, они не начали процедуру банкротства или ликвидации. Забрать акции не получится. Если дарственную отменят, подарок придется вернуть, но может быть так, что возвращать уже нечего. Подаренную квартиру продали, у нее новые собственники, и забрать ее не получится. В дарственной можно указать, что дарение отменяется, если даритель переживет одаряемого, то есть квартиру хотят подарить конкретному человеку. В случае его смерти квартира вернется, а не перейдет наследникам. Но с этим все сложно, и без юриста тут не обойтись. Причем он нужен как при оформлении дарения, так и в случае смерти и споров с наследством. В судебной практике чего только нет. Главное о подарках. Подарить можно не только вещь, но и право, и даже прощение долга. Второе. Можно подарить сразу, а можно пообещать и подарить позже. Тогда нужен письменный договор. Третье. Заверять дарственную у нотариуса не обязательно, она и так действует, но договор дарения долей в недвижимости придется оформлять через нотариуса. Четвертое. Некоторые подарки облагаются налогом на доходы. Пятое. Нельзя оформить дарственную, по которой подарок придет одаряемому после смерти дарителя. Это уже завещание с другими правилами. Шестое. Дарственную можно отменять, но это не так просто. Нужны основания и доказательства. Седьмое. Если дарить и получать что-то дорогое, лучше консультироваться с нашим юристом. Юпитер Стар.